Порадуйте своих домашних компотом из свежих яблок. Для него подойдут абсолютно любые плоды, при термической обработке сохраняющие текстуру. Как правило, к ним относится значительная часть осенних и зимних сортов. В них больше всего веществ, удерживающих кристаллическую решетку фруктов от изменения при нагревании. Следите, чтобы яблоки, которые вы отобрали для компота, не были ватными. К сожалению, они уже непригодны. Их можно пустить разве что на повидло или сушку. Не подойдут и плоды, обильно пораженные паршой. Это такие черные точки, которыми иногда испещрена мякоть семечковых. Если каждую точку вырезать, от яблока ничего не останется. Какой уж тут компот. Помойте и обсушите выбранные плоды, очистите их от кожицы и семенного гнезда, нарежьте ровными дольками и сбрызните лимонным соком. Если этого не сделать, пока варится сироп, яблоки успеют окислиться и потемнеть. Для сиропа растворите 50 грамм сахара и 2 грамма лимонной кислоты в литре воды. Доведите до кипения и снимите пену, если есть. Для сладкоежек долю сахара можно увеличить вдвое, а для сторонников здорового образа жизни вообще его не класть, подсластив уже готовый напиток ложкой натурального меда. Соотношение жидкости и подготовленных яблок должно быть примерно 1 к 1, но в зависимости от ваших вкусовых предпочтений пропорция может быть и другой. Опустите фруктовые дольки в кипячий сироп, который на какое-то время прекратит кипеть, а как закипит вновь, подержите на огне еще 5 минут и снимайте. Накройте яблочный компот крышкой и оставьте остывать при комнатной температуре. Пить его лучше на следующий день. Разнообразьте компот, добавив какие-либо целостные пряности. Классическое сочетание яблоки с корицей. Эта специя очень удачно дополнит напиток легкими рождественскими нотками. Также великолепно отыграет свою партию бадьян. Его еще называют звездчатым анисом. Зеленый кардамон интересно звучит в тандеме с гвоздикой. Они вместе делают компот из яблок еще более ароматным и оригинальным. Можно при варке добавить цедру лимона или апельсина, а можно влить немного любимого сиропа. Этот вариант варки яблочного компота довольно распространен в странах Скандинавии. При отсутствии свежих яблок компот можно сделать из сушеных. На 1 литр воды возьмите 50 грамм сухофруктов. Обязательно промойте их проточной водой, промокните бумажной салфеткой, чтобы избавиться от излишков влаги. Залейте кипятком, укутайте и дайте настояться в течение суток. В ряде случаев такой компот не настаивают, а варят, при этом добавляя сахар или лимонный сок. Если против последнего у диетологов возражений нет, то первые 2 вмешательства, по их мнению, нежелательно. Варка сухофруктом не обязательна, к тому же она разрушает витамины, что в зимне-весенний период является непозволительным расточительством. А еще в сушеных яблоках содержится достаточно фруктозы, поэтому добавка сахара сделает напиток слишком богатым быстрыми углеводами, соответственно не очень полезным. Если хотите в августе-сентябре заготовить компот на зиму, выбирайте для него некрупные плоды без мятых бочков, которые часто встречаются у яблок, собранных с земли. Плоды покрупнее нарежьте половинками или четвертинками в зависимости от размера. Обязательно предварительно удалите семенное гнездо и накалите мякоть. Интересный компот можно получить из яблок разных сортов. Легкая кислинка одного дополнится сладостью и медовым ароматом другого. В итоге яблочный компот от такой дружбы только выиграет. Кстати, его также можно сделать, добавив груши, сливы, вишню или малину. Заранее подготовьте тару для заготовок. Это могут быть банки емкостью 1-3 литра или бутылки с широкой горловиной. Многие считают, что для заготовок из ягод и плодов подходят только банки, предполагающие крышки под закатку. Они называются СКО. Ничего подобного, витовые банки подходят точно так же, главное обеспечить заготовкам необходимую герметичность, а для этого крышки к винтовым банкам не следует использовать дважды. Да, они могут выглядеть вполне нормальными, без следов ржавчины и коррозии, но даже микроскопическая деформация приводит к нарушению герметичности, а это сводит на нет весь труд.
Самый вкусный и полезный яблочный компот получится, если вы трижды по 3 минуты пробланшируете кусочки яблок, разложите по банкам или бутылкам, а на отваре сделаете сироп, взяв на каждый литр жидкости 100 грамм сахарного песка и 3 грамма лимонной кислоты. Проварите этот сироп 3-5 минут, залейте им яблоки так, чтобы немного вылилось наружу. Закройте крышками и простерилизуйте. Время стерилизации для литровых банок и бутылок 10 минут, для 3-литровых полчаса. Достаньте компот из кастрюли, где устроена водяная баня. Медленно охладите при комнатной температуре, если банки и бутылки остаются влажными, обсушите с помощью вафельного полотенца. Подпишите, особенно важно подписать тару из непрозрачного стекла, и уберите на хранение. Хранить напиток можно при комнатной температуре, но желательно вдали от отопительных приборов и без прямого доступа солнечных лучей. Свет способствует активизации бродильных процессов, а наша задача – сохранить компот из яблок до весны, когда наши организмы особенно нуждаются в его полезных веществах. Иногда яблочная кожура довольно жесткая, и ее для компота необходимо очищать. Яблочный компот можно разнообразить, добавив корицу, гвоздику, бадьян или зеленый кардамон.